Я много путешествую на разных тур-эндуро, и это обзор Ducati Multistrada Vitus. Из изменений относительно 950. На 1 см ниже седло, на 5 кг легче и коробка стала чуть нежнее. Без усилий уложился в одно предложение, о чем же говорить оставшиеся 1,5 часа. В старом обзоре 950-ки жаловался, что формально это среднекубатурник, но его нужно сравнивать в контексте литровых мотоциклов, которые как минимум ближе по цене. С этого угла я на него и посмотрю, и выводы будут отличаться. Но сначала чуть подробнее об изменениях, потому что у меня подгорает. Это самый халтурный рестайлинг, который я встречал. У меня даже рестайлинги BMW меньше вопросов вызывают. Ну да, можно было вложить силы побольше, но хотя бы становится лучше. А здесь большинство изменений в худшую сторону, а то, что улучшили, получилось случайно. Причем ровно год назад взлетела V4. Уже зимой было понятно, что получилась пушка, насобирали мешок наград, лучшие продажи за всю историю Ducati и все такое. Компания довольна, обливается шампанским и вот это все. Сделайте выводы, что понравилось в V4 и перенесите удачные решения в V2. Получите еще одну икону, но в другом ценовом сегменте. Но нет. Чтобы восстановить впечатление, предварительно взял 950-ку, поездил на ней 500 км в разных условиях и приехал на ней же за V2. Когда только забирал 950-ку и катал руками для съемки оба мотоцикла, подумал, и правда V2 что-то легче катается. Оказалось, что V2 на тот момент стоял без топлива, а 950-я с полным баком. Отсюда и разница в первых ощущениях. Когда катал оба заправленных мотоцикла, такого не было. Что такое 5 кг? Это 2% от веса мотоцикла, причем вся эта разница в самом низу и без учета груза. И также еще одно важное изменение. Мульта V2 относительно 950-ки стала легче на 5 кг. На самом деле, мне кажется, что это ощущается. Майк профессионал, если может почувствовать разницу в 2%, вспомнив ощущения от мотоцикла через 2 года. Я с одного мотоцикла сразу же пересел на другой, не чувствую никакой разницы, простите. При том, что 950-я на спицах, которые сами по себе тяжелее примерно на 5 кг. Для понимания, 5 кг это если заполнить бензином 1/3 бака, при этом бак разместить на уровне подножек. Откуда вес ушел? В основном сцепление и колесные диски. С дисками самое интересное. Мне давно хотелось попробовать одновременно два идентичных мотоцикла с одинаковой подвеской, но со спицами и литьем. Я, конечно, ездил на моделях с разными колесами, но с разрывом по времени, а тут сразу два. Что хотелось посмотреть? Амортизацию спиц и насколько сильно влияет увеличение вращающейся массы на рулежку. Капитан Очевидность заявляет, со спицами мягче, они отрабатывают некоторые неровности еще до того момента, как энергия уйдет в подвеску. При этом спицы не делают мотоцикл ватным. Я вообще в любой непонятной ситуации рекомендую спицы на тур-эндуро. Разница в управляемости на легальных скоростях не чувствуется, зато спицы работают как дополнительная подвеска, ну и сломать спицованные диски сложнее. Теоретически с легким литьем мотоцикл должен быть вертлявым, но на скоростях в реальной жизни и с плавностью поворотов гражданских дорог разницы просто нет. Эффект будет на треке с высокими скоростями и резкими перекладками, но не в обычных условиях. Влияние на ускорение торможения тоже в области теории, со мной не было ситуации, где я бы этот эффект почувствовал. Причем изменения трейла или другой диаметр колеса ощущаются сразу на любых скоростях. Единственное бесспорное улучшение модели – работа коробки и квикшифтера. Причем сам блок коробки по габаритам ощутимо втянулся, видно невооруженным взглядом. На старой модели коробка переключалась совсем грубо. Я вот сейчас опять катался на 950-ке, регулярно ловил ложную нейтраль между любыми передачами, например. У новой модели квикшифтер и коробка нежнее работают, но все еще далеки, например, от V4. Просто если раньше оптимально переключаться было где-нибудь в верхнем диапазоне, начиная от 5500, что в условиях трафика нереально, сейчас можно попробовать щелкнуть и на 4500, может даже и не пнет. На трассах и серпантинах квикшифтер на себя внимание не забирает, но и между первыми передачами все равно грубоват. С первой на вторую переключиться мягко с квикшифтером совсем нельзя, ни на каких оборотах, и вы с высокой вероятностью будете щелкать со сцеплением.
Снижение веса двигателя, уверен, было только благодаря допиливанию двигателя для Desert X. Все-таки в более внедорожном сегменте вес важнейший параметр. А облегченные диски достались по наследству от старшего V4, никто специально V2 улучшать не пытался. Вот эти облегченные алюминиевые части тормозных дисков тоже достались от V4. На 700 грамм облегчили зеркала. Сам факт облегчения — это хорошо, но важнее разобраться почему. Ради V2 никто пальцем бы не пошевелил, как я уже рассказал. Раньше зеркала были произведением искусства из изящной цельной металлической основы и цельным корпусом самого зеркала. Сейчас не так. Вместо цельной металлической ножки сзади теперь кусок пластика на винтах. Корпус зеркала составной с лишними винтами, при этом, когда едешь, видишь стык этих накладок, он бросается в глаза. Попробуйте немного подумать, для чего это сделано. Есть идеи. Правильный ответ – это завалявшиеся на складе зеркала от V4, и там все это требуется для прокладывания кабеля внутри ножки зеркала, чтобы работали контроль слепых зон и индикация опасного сближения сзади. К V4 претензий вообще никаких, киберпанк и функциональность. А на V2 никто никакой радар ставить не собирался и взяли такую конструкцию просто так. Согласитесь, это уже уровень китайцев. Кстати, у 950 сама площадь зеркального элемента по ширине примерно на сантиметр больше. Не могу сказать, что новых не хватает, но точно лучше не стало. Не думаю, что это на самом деле позволяет сильно сэкономить, если у вас и так производились прекрасные зеркала, и в качестве поддержки модели они и дальше будут выпускаться. Просто не надо было чинить то, что не сломано. Еще на старых зеркалах были эстетичные резиновые заглушки для винтов, а на новых винты те же, колодцы те же, но как будто забыли надеть заглушки. После старых выглядит неопрятно. Это же касается V4, так и не раскрыл тайну потерянных заглушек, кому они там мешали. Вроде полупроводников внутри резинок не было. Заявляется, что мотоцикл по седлу на 1 см ниже и форма типа уже. Если старый был высоким, новый тоже будет высоким, 1 см еще никого не спасал. Тем более мотоцикл изначально довольно высокий и мало кому подойдет. А по ширине я вообще не заметил разницы. Как было седло очень широким, так и осталось. Причем, если ноги опускать на землю, скатываясь бедрами по пластику, чуть цепляешься за сочленение рамы. Рама-то та же самая, и ширина по этим точкам как была у 950, так и осталась у V2. Не могу сказать, что новое седло стало каким-то менее удобным, на том и на другом мне было комфортно ездить целыми днями. Сиденье все равно лучше большинства литровых мотоциклов, не говоря уже о среднекуботорниках. Но эстетичность потерялась, это факт. Снизу седла всегда видишь, как кусок металла нелепо торчит из пластика. Вы просто вдумайтесь, насколько это ленивая реализация формы. Здесь только один образ в голове. Между водительским и пассажирским сиденьями зачем-то кусок пластика появился, с каких пор это стало красивым. Удивительно, но старый мотоцикл был эстетичнее. Я напомню, что вы все еще смотрите обзор Ducati, большую часть которых покупают из-за внешности. Кроме квикшифтера никаких улучшений я вообще не заметил. Экран, органы управления и электроника никак не поменялись, даже старые косяки остались. Например, круиз-контроль по-прежнему нельзя отключить обратным ходом ручки газа. В 2022 году уже стыдно не сделать. В итоге отключаешь круиз-контроль только нажатием тормоза, как в карете 19 века. Рычажок дальнего света легко случайно повернуть. Как было, так и осталось. Еще наверняка осталась проблема с подогревом ручек. На 950 в самом мощном режиме слегка тепленькие ручки. Есть ситуации, когда хочется большего. По иронии, на тестовом V2 не было подогрева, хотя кнопка была. Для меня это стало неожиданностью. Модель-то топовая S со всеми наворотами, и я как раз решил поездить по аномально холодным местам Испании. Большую часть времени 2 дня горел значок возможного обледенения дороги, который включается на +4. Пользуясь случаем, советую вот такую штуку. У меня был уже ролик про сдыхание в холод, где я рекомендовал внутренние перчатки под перчатки. Буржуи их называют лайнерами. Тогда я приводил в пример обычные из Декатлона, которыми пользовался лет 10. После ролика по случаю купил лайнеры от Rukka. В чем суть? Эти уже с мембраной Gore-Tex Infinium. В отличие от декатлоновских, они работают как виндстоппер и не промокают в дождь. В общем, советую. Вернемся к Витусу.
Естественно, никаких фишек из интерфейса V4 не появилось. Я даже не говорю про навигацию, но самому дизайну не хватает зонирования. Все данные навалены на экран, при этом не всегда можно нужную информацию разместить без перелистывания. Это все еще хороший экран, но он появился аж на 1200-й мультистраде в 2015 году. 7 лет для интерфейса — это перебор. Можно было потратить немного усилий без затрат для обновления под стиль новых моделей Ducati. Что касается настройки режимов езды, у Ducati она в принципе лучшая даже в таком устаревшем виде. Есть 4 режима езды, все детально настраиваешь под себя и просто пощелкиваешь между режимами на ходу. Доступно сразу без какого-нибудь Rally Pro Dynamic Drive пакета, как любят делать BMW и KTM. Для меня еще остается главная загадка мироздания, зачем в каждом режиме езды у Ducati указывать включать квикшифтер или нет. Понимаю общую настройку, если вдруг квикшифтер стал глючить и чтобы его можно было принудительно отключить. А зачем отдельно выключать в каком-то из режимов? Знаете пример такого сценария, напишите в комментариях. Многие тиражируют миф о том, что динамика как-то поменялась. Никуда она не менялась и цели такой не было. Да, было еще у 950-ки изменение под Евро 5, таким двигатель и перешел на V2. Вот официальный график момента и мощности от 950-ки. Вот официальный график момента и мощности от V2. Если даже Ducati никому ничего не обещают, откуда берутся слухи? Причем, несмотря на изменения в коробке, передаточные числа не менялись, предпосылок вообще нет. Да, чуть-чуть облегчили шатуны, но это капля в море. Интересно, что средний расход у V2 заявлен даже больше на 100 грамм, чем у 950-й. По моим наблюдениям, цифры сильно завышены. Кстати, у V4 тоже расход на сайте большеват. У меня что на V4 никогда не получалось добиться расхода 6,5 литра, что у V2 расхода 5,9 даже близко не было. По разным трассам расход колебался где-то от 4,5 до 5 литров. Если соточку ехать 4,3, 4,5 литра, 130 км в час, 5,3. Если говорить в целом о моторе, стоит смотреть на Ducati философски. За что я люблю японцев, особенно это выражено у Honda и Yamaha. Ты отдыхаешь за рулем, они во всем мягкие, едешь спокойно и наслаждаешься жизнью, когда не надо ставить рекордов. С Ducati и KTM за рулем надо работать. KTM претензий нет, потому что есть недосягаемые возможности на грунте, и во внедорожное путешествие все равно готовишься как на войну. И так резина воет и вибрирует, где-то по комфорту проигрываешь ради внедорожной эргономики и так далее. Это нормально. С Ducati зачем так напрягаться, не понимаю. Это особо выражено у V2. Это дорогой комфортный мотоцикл, но ты на нем все равно работаешь. После тестов Ducati сел на NC, который в 2 раза дешевле, и опять то же самое чувство, как после теста двухгодичной давности 950-й. Какой же кайф, когда тебя мотоцикл ничем не напрягает, ни одна мышца не устает, уши в тишине и так далее. Почти все японцы такие. Да, овощевозки, да, с унылой динамикой, но за рулем расслабляешься. Единственное исключение у Ducati V4, где ты получаешь и традиционный спортивный снаряд, и японскую безмятежность, доведенную до совершенства. V2 таким порадовать не может. Это еще старая школа моторов Ducati, пока к ним не пришли Volkswagen. Он в меру комфортный, но мотор, например, постоянно клацает и раздражает шумом в городе. Да, не как старый Ducati с сухим сцеплением, но с одной стороны какое-то потряхивание деталей, с другой визг, а не ровный гул, как будто двигатель не может определиться, он чоппер или спортуха. Хотя на трассе, когда едешь хотя бы километров 70 в час и выше, довольно тихо. На трассе у двигателя вообще никаких проблем нет, подрыв достаточный всегда. Если говорить чисто про город, не ужас-ужас, но мне все-таки не нравится, ему не хватает плавности. Приведу 2 примера. Например, 25-30 км в час за кем-то ползти на второй передаче неприятно, как будто заглохнет, слишком низкие обороты для этого двигателя. Второй пример.
Накатиком с закрытым газом подъезжаешь к перекрестку или кольцу, потом ручку чуть открываешь, в этот момент дергает, нет плавности. Такая же история у Multistrada 1200 и 1260, но уже нет на V4. И самое главное разочарование, они никак не попытались убрать вибрации. Вибрации здесь не сильно напрягают и даже можно не замечать, смысл в другом. Я повторю мысль из обзора 950. Эти мелкие вибрации просто не дают воспользоваться тем комфортом, который может предоставить модель. Вибрации делают V2 дешевле на уровне ощущений. У топового Витуса та же самая полуактивная подвеска, что у 950, заточенная на комфорт. Глупо в очередной раз обсуждать, какой Skyhook хороший. Это правда неплохо сбалансированная подвеска. Даже в среднем режиме у меня никаких претензий к управляемости на серпантинах, не говоря уже про самые жесткие режимы. Чтобы избыточно болтало, такого точно нет. А мягкие режимы нужны разве что для езды по стиральной доске или разбитой дороге. Я даже на полигон не стал ехать, потому что подвеска вообще без изменений, здесь слабое звено, литые колеса, которые не дадут раскрыться подвеске. Кому интересно, посмотрите обзор про 950-ю, там есть езда по полигону с выводами. Так вот, когда включаешь самый мягкий режим подвески и едешь не спеша, вот тут вибрации хорошо заметны. Ощущение, как будто по плохому асфальту едешь, зуд есть. Причем сильно крутить не надо, он есть и на 3500, при том, что до 3000 в мотор не везет. На светофорах, когда трогаешься, проще сразу до 3000 выкрутить, чтобы не было ощущения малолитражки между ног. Вибрации у него есть на любых оборотах. Да, они не сильно большие, но как же они мешают наслаждаться всем этим люксом и поднять мотоцикл на ступень выше конкурентов. Потому что на мотоцикле в целом никто не экономил, у него шикарное освещение, тормоза, АМЮ, подвеска, материалы и так далее. Инженеры чисто с железками не дотянули. Для примера, за те же самые деньги продается NT1100. Он весь из страшного пластика и дешевой отделки. Садишься на Хонду и сразу в голове мысль: ну хорошо, вот это нужно будет дозаказать у Гиви, седло, конечно, надо будет найти получше, сюда лучше не смотреть и так далее. Я к тому, что Ducati реально крут по компонентам за свои деньги, но в комплексе не работает. Ветрозащита на V2 тоже без изменений. Жаль, даже огромный успех V4 не заставил Ducati переосмыслить линейку. Ветрозащита здесь для среднекубатурников отличная, о чем и была речь в обзоре 950-ки, а с точки зрения литров – середнячок. В ноги ниже колен дует потоком, в плечи поддувает, за стеклом есть зона разреженного воздуха, дырочку инженеры забыли сделать. Стоковое стекло неплохое, но где-то для среднего роста, а с таким ростом на мотоцикле тяжеловато в принципе. Для высоких стекла немного не хватает для полного счастья, но на рынке полно альтернатив, которые внешний вид не портят. Сама регулировка стекла лучшая в классе, удобнее ни у кого как не было, так и нет. Это вроде как запатентованная технология, но на трейсере примерно такой же механизм, но без люксовой плавности Ducati. С другой стороны, у трейсера двигатель по ощущениям более люксовый. Касательно эргономики, на 1 см увеличилось расстояние между седлом и подножками. И раньше это не было проблемой, честно говоря. Зато на старой версии были жирные резиновые проставки на подножках, которые лучше гасили вибрации. На новой версии резинки красивее, но тупо тоньше, инновации которых мы заслужили. Возвращаясь к мотору, если с точки зрения среднекубатурников у V2 шикарная динамика, но сравнение с литрами V2 проигрывает. Четырехцилиндровая версия стоит дешевле Multistrada и уделывает V2 по ощущениям разгона. Про S1000XR или старшую Multistrada даже говорить нет смысла, они в разных лигах. Если не придираться к дерганности, V2 подходит для езды по городу, но с большими «но». Да, на низах тяги самый минимум и большую часть времени ощущение, что едешь на какой-то 600-ке. Для хорошего подхвата двигатель надо раскручивать, а для этого нужны пустые дороги. И это мое главное опасение по поводу Desert X. Сейчас на странице десерта показан график момента, который по сути не отличается от V2. Для внедорожника хочется более жирных низов. Неприятный момент с Multistradой, она неприлично широкая, по зеркалам метровая, по защите рук еще шире. И трюк с тем, чтобы убрать защиту рук в городе, тут не работает из-за поворотников в корпусе защиты рук.
Если бы они хотя бы этот упоротый штрих убрали, было бы сильно лучше. Защита рук хлипенькая и отламывается на ура, в этом смысле ничего не изменилось с прошлого поколения. По итогу теста у меня как была растерянность по отношению к 950, так и осталась по отношению к V2, несмотря на гору протестированных мотоциклов в промежутке. Объективно придраться к мотоциклу не за что, но и не вау. Хотя внешне все еще конфета, несмотря на испорченные детали. Мне чисто по пропорциям нравится больше всех мультистрад. 1260 с консолью гламурный, но он какой-то приплюснутый. V4 грубоватый, а V2 с точки зрения привычной более вертикальной эстетики турендура самое то. Все обсуждение Ducati сводится к тому, насколько он красив. Когда стоит на парковке, он как эффектная девушка. Тебе вроде не надо, жена любимая дома ждет, но все равно взгляд цепляется, оцениваешь, рассматриваешь. Если увести взгляд, не понимаю этот мотоцикл, как и не понимал. Для эндуро он хрупкий, с точки зрения туриста за эти же деньги можно найти комфортнее и динамичнее. Дальше будут другие обзоры турендуро. Подписывайтесь, чтобы не пропустить, и не переключайтесь.